Powerbank толщиной всего в 7,3 мм, емкостью 12 тысяч мАч, выходной мощностью до 65 Вт, поддержкой фирменного приложения, возможностью заряжать два устройства одновременно. Ко всему, данный Powerbank имеет 8 уровней защиты, и это только малая часть того, что нам заявляет сам производитель в рекламе к Powerbank под названием Baseus Blade 2 на 65 Вт. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Полетели. Распаковка. Выглядит упаковка стандартно для Baseus, выполнена она в бело-желтом цвете. На коробке есть изображение, название и краткие характеристики у модели. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем сам Powerbank, наклейки, руководство пользователя, кабель с Type-C на Type-C, 100 Вт, длиной 53 см и неплохой мешочек для транспортировки. Вес Powerbank 322 грамма, а габариты 162 на 132 на 10,4 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы будете автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, присутствовать на них не обязательно, победите напишу. Перейдем же к обзору. Приобрести данную модель можно в черной, серой и оранжевой расцветке. Выглядит модель довольно интересно из-за тонкой конструкции. Рамка, скорее всего, выполнена из пластика с глянцевым покрытием. Остальная часть Powerbank также выполнена из пластика, но уже с матовым покрытием. Материалы тактильно приятные, но корпус очень маркий. Данная модель компактная только в толщину, исходя из этого он будет занимать очень мало места в каком-нибудь рюкзаке или сумке под ноутбук. Положить его в стандартную сумку через плечо или в карман куртки очень проблематично. Далее, на корпусе можно заметить надпись 65 Вт, различные характеристики, кнопка питания, с помощью которой также можно включать режим низкого тока. Молоточный режим, как вы помните, нужен для боксов от наушников, часов электронных и всего подобного. Два Type-C разъема, а также небольшой ЖК-экранчик. Экран достаточно яркий, но, разумеется, при прямом попадании света на экран будет сложно что-то разглядеть. Опять же, это неудивительно, учитывая тип экрана. На экране отображается текущий уровень заряда в процентах, напряжение и ток для двух разъемов, но только если они задействованы. Далее есть оценка времени до окончания заряда и заряда Powerbank, иконки Bluetooth соединения, иконки неисправностей. Далее тип батареи полимерно-литиевая, заявленная емкость 12 тысяч мАч, 46,44 Вт в час. КПД больше либо равно 75%. От 0 до 65% Powerbank заряжается за 50 минут, полный цикл зарядки занимает в среднем 1 час 15 минут от 65-ваттного зарядного устройства. На выход оба Type-C разъема имеют следующие параметры: 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 3 ампера, 12 вольт 3 ампера, 15 вольт на 3 ампера, 20 вольт на 3 ампера. По протоколам все довольно хорошо. Type-C и Type-C 2 поддерживают Power Delivery версии 3.0, включая PPS, Quick Charge версии 3+, Quick Charge версии 4+, до 20 Вт 3,25 ампера, 65 Вт как раз, Apple 5 вольт на 2,4 ампера, Samsung 5 вольт на 2,0 ампера, DCP 5 вольт 1,5 ампера, Quick Charge версии 2.0, 5, 9, 12 и 20 вольт, и Quick Charge версии 3.0, Samsung AFC 9, 12 вольт, VCP 5, 9, 12 вольт, SCP от 3,4 до 10 вольт на 2,3 ампера. В случае, если использовать Powerbank в двухпотоковом режиме, то для Type-C 1 максимум будет 45 Вт, а для Type-C 2 20 Вт. В однопортовом режиме на выход же будет 65 Вт, а на вход 60. Baseus Blade 2 имеет 8 уровней защиты. Защита от перегрева, перегрузки, коротких замыканий, перенапряжения и так далее. Baseus Blade 2 подключается к приложению под названием Baseus. На стартовой странице находится температура Powerbank, заряд в процентах и время до заряда разряда. Далее можно поменять тему экрана, а точнее поменять его цвет. И на выбор есть 3 цвета. Ко всему можно изменить надпись Baseus On Use, которая загорается после нескольких секунд бездействия Powerbank. Но после изменения этой надписи новый текст отображается выше центра экрана, и изменить это невозможно. Даже если вернуть стоковую надпись Baseus On User, она все равно будет отображаться сверху. Также в приложении можно посмотреть параметры каждого разъема, мощность тока, напряжения, включить режим низкого тока с автоматическим выключением через 4 часа, настроить напоминание с обратным отсчетом времени в пределах 24 часов, по истечении которого на экране появляется колокольчик с китайскими символами. Плюс есть функция закрытия обратного отсчета для автоматического выключения устройства через заданный промежуток времени. По моему мнению, первая функция не актуальна и по большому счету попросту бесполезна. То же самое можно сказать и про само приложение, из полезного это только отображение температуры Powerbank. С другой стороны, круто, что производитель в целом заморочился и предоставил возможность подключения своей
своих устройств к фирменному приложению, тем более пауэрбэнков. Перейдем к тестам. Apple MacBook Pro на 13 дюймов 2020 года на M1 от 0 до 40% заряжает он за 35 минут при 60 ваттах. Далее идет просадка до 40 ватт, и с 0 до 50% он зарядился за 50 минут, разрядив Powerbank до нуля. Не самый лучший пример, так как данный Powerbank лучше использовать с ультрабуками и ноутбуками, которые поддерживают зарядку до 65 ватт. Apple iPhone 15 Pro от 0 до сотки заряжается за 1 час 30 минут, потратив 55% заряда. Realme 12 5G заряжается от 0 до 70% за 40 минут, потратив 50% заряда самого Powerbank. От 0 до сотки за 1 час 43 минуты, потратив 65% заряда Powerbank. Минусы: быстрое автоматическое выключение экрана, которое невозможно настроить, очень маркий корпус и низкая емкость на выходе. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую. Baseus Blade 2 65 Вт. Интересный Powerbank от компании Baseus. Как я уже говорил, он отлично подойдет для ультрабуков и ноутбуков с зарядкой до 65 Вт. Я бы сказал, что это прямое его назначение, учитывая его толщину. Также он без труда помещается в сумку для ноутбуков, при этом использовать его для зарядки только смартфонов не особо актуально, так как Blade 2 не карманный Powerbank. Конечно, если у вас всегда с собой есть рюкзак или сумка, то проблем не возникает. Также напоминаю, что некоторые экземпляры других моделей отличились плохими отзывами, так как они сгорали и ко всему еще портили заряжаемое устройство. У меня с этой моделью проблем не возникло, что радует. При этом для моего сценария использования Blade 2 не подошел. Я больше в восторге от компактного и удобного Powerbank от Mavespeed или банок от Anker. Конечно, у Baseus есть очень интересные и практичные модели. У них безумно часто происходят скидки, притом можно купить все ультра дешево. Но Blade 2, как по мне, относится к специфической категории. Нужно несколько раз подумать перед тем, как его приобретать. Несмотря на это, девайсу от меня добра и удачи вам, дорогие друзья.